сожалению, да, уже нет. А мы идем на север, а мы идем на юг. Всем привет, дорогие мои друзья! Я рад вас приветствовать на своем замечательном канале. Потому что человек осознанный, он тоже это не святой. Он также искушается. Он также само подвержен соблазнам. Только это уже более контролируемо. Я не призываю никого никуда, ни к аскетизму, ни к баптизму, ни к каким-то изощренным движениям. Выбор только за вами, всегда за вами. И низкочастотные люди часто входят в контакт с дьяволами и так черной и низкочастотной энергией. Кто хочет власти. Так же само в храмах. Есть такие, есть прекрасные души. А есть чертеночек. Да, я не боюсь это слово. Он надел костюм и ходит в нем. Но братья тоже понимают, кто из них, кто служит, поверьте. У них тоже задача, они не могут осудить этого человека. Это очень сложная игра. Они все понимают, да, он вор. И причем не один, там больше половины. Да, он ради власти. Но братья не может осудить. Если они осудят, а осуждение это есть вызов чертей. В слова. Мы осудили, это черт говорит. Только он не где-то, он находится в словах. Раньше наша письменность называлась черторезы. Наверное. В Словении. Не в Словении, а в Древней Руси или в древнейшей Украине. Я с Украины, но родился в СССР. Родом вырос в Донецкой области. А сейчас живу в Киеве. Так что вы поняли, у меня микс такой, симбиоз. Я все вот это вот прошел и прохожу. Но проехал уже весь мир. Человек мира. Я не ограничиваю себя никакими пространствами, никакими городами, никакими странами, никакой даже планетой. Зачем брать такой маленький масштаб? Каждому из вас. Задумайтесь. Вас же кто-то ограничивает, кто-то вам внушает, что это плохо. Кто-то вас зовет, иди туда, а я туда не пойду. Кто же это все делает? Подумайте сами. Так, как жить, если человек одержим? В первую очередь, не надо бежать в храм или куда к людям, бабкам, деткам и эти энергии пытаться вывести с этого человека. Потому что эти энергии пришли добровольно к этому человеку. Он их впустил добровольно. Что такое впустил? Он совершал те или иные поступки. Могут другие люди сказать, а он родился с этими. Значит, он в другой жизни это совершал. Соответственно, каждый должен учиться. Если за него напишут домашнее задание, он не станет умней. Я постоянно переписывал домашнее задание. В школе я ее не любил, честно. Вот школу не любил. Я не понимал, что я там делаю. Но в духовном за тебя не должны, хотя и физическом не должны делать работу. Я должен был бы учиться, но как-то я больше там по физическому, по физкультуре. И в духовном также нельзя делать никакие поблажки. Но иногда, когда человеку сильно надо, владеющий этой силой, люди могут помогать. Но при этом надо понять, что этому человеку все равно придется проходить так же само все сначала. Не осуди.
помогай. Да я всегда дали в Библии 12 заповедей. Я дал бы всего лишь покаместь одну людям. Не осуди никого и ничего. И низкочастотные энергии, которые находятся, не внизу, не подо мной, а которые находятся по шкале, тогда к вам не смогут цепляться. Потому что эти энергии, они исходят из ваших уст. Низкочастотные исходят из ваших уст. На вас никто не цепляется. Осуждаете вы. И вы используете эти низкочастотные энергии. Если человек думает, это также самая низкочастотная энергия. Плохо. Неплохо, он думает просто по-низкому. Кого бы найти, с кем переспать, то может. Но знаете, есть озабоченные люди. Есть хвастаются, я переспал, я не доспал. Но я смеюсь, потому что мне смешно. Когда я это вижу, я молодой. Ничем не больной. Сам все люблю. Но это очень забавно наблюдать за людьми, которые более подвержены этому соблазну, которые впускают в свою жизнь эти энергии, и они ими овладевают. И они становятся, называют это озабоченными. Да, это энергия, это низкочастотная энергия. Иногда их скидывают, конечно, на животных, говорят, животный инстинкт. Да, но животные тоже так себя не ведут. Они не бегают днем и ночью за кем-то. Из собак они вылизывают себя, чтобы понравиться другой собаке, ради чтобы она косточку ей дала. Она учится сама добывать эту косточку. И тогда две души будут более развитые. Я никого не хочу ущемить в этом, потому что работа бывает разная. Домашняя, не домашняя. Но так оно и есть. Так. На самом деле, низкочастотные энергии, они закаляют дух в каждом из нас. Мы обжигаемся, мы страдаем, мы учимся. Но только когда проходим эти испытания, мы не должны никого осуждать, потому что мы сами обожглись. Что делать надо в этой жизни? Поблагодарить за большой оказанный вам урок в том или ином месте. Будь то вас обокрали, будь то вас бросили, будь то что-то еще, все, что связано с низкочастотной энергией. Это неплохая энергия, но это просто она существует. И только от вас зависит выбор дружить с чертями, которые исходят из ваших уст. Черты, слова, черты. Это с древности еще говорили. Чертей держи при себе. Люди тогда понимали, что черти это не снаружи. Черти исходят из уст человека или в его желаниях и поступках. Вот это и есть черти. Держите своих чертей, дорогие мои, в узде. Как вечера на хуторе близ Диканьки. Биля Диканьки, какой-то Диканьки. Но это сказка. Он оседлал черта. Так и вы должны оседлать своих, которые из уст из вас идут. И в голове, которые водятся в каждом из нас. Мы должны держать их в узде. Мы не должны давать им свободу. Мы не должны в голове думать низкочастотные энергии, а не где-то. Моя задача объяснить вам, что все черти, все низкочастотные энергии находятся в вас, в середине. И они исходят из вас, когда вы общаетесь. Но также я могу вас и обрадовать. В вас находится, в каждом человеке, индивидуально, также есть Бог, Творец.
И он также исходит из вас, из вашей души. Только он может все преодолеть и всех победить. Победить себя человек может, благодаря Творцу. И тогда из уст этого человека может излучаться любовь, уважение, понимание, принятие всего красивого этого мира. Только из уст Творца идет эта энергия. Эта энергия не может исходить от низкочастотных вибраций. Это Творца, эта энергия исходит только из высокочастотных вибраций. Дорогие мои, не пускайте в свою голову глупые мысли. Будьте честны, уважайте друг друга, любите. Ни в коем случае никого не осуждайте. Близких, знакомых, даже того, кто вас ударил в спину. Это самый важный урок. Поймите, вы иногда можете это делать, не понимаючи сначала. Но в определенный момент, когда вы все наработаете, на вас сойдет снисхождение. У вас откроется понимание, для чего вы это все делали. Я как спортсмен, я понимаю, для чего я занимался, чтобы сейчас себя чувствовать прекрасно. И в теле, и в душе, и в голове. Я также само продолжаю над собой работать. Своей головой и со своим сердцем, и с телом. Эта работа закончится, когда будет мой последний прекрасный вдох и выдох. Я поблагодарю за эту игру и уйду. Я к этому отношусь осознанно, без страха. Я приветствую жизнь, я хочу жить. И я живу. Я учусь жить, принимать этот мир. Испытания каждую секунду, в семье, на улицу. Но только благодаря мягким, красивым, прекрасным вибрациям, частотных, высоких, вы сможете прийти к счастью. И чтобы ни один черт, ни один бес вас не одолел. Они будут делать свою работу. Но вы не должны поддаваться. Боритесь с ними в себе. Не в соседе, не в друге, не в родственнике, не в ком-то другом. Только в себе индивидуально. Вы увидите очень много этих чертей у себя. В современном мире их назвали мысли. Негативные мысли. В старом это черти назывались. Дьявольское искушение. Это все индивидуально. Но если человек выбрал этот путь, не осуждайте его. Он низкий, частотный. Пусть он совершает эти поступки. Это его личный выбор. Не судите их. Делает плохой поступок, не осуждайте. Можете, помогите. Не можете, идите дальше. Но не осуждайте исходящее. Если у вас силы есть повлиять на какое-то действие, на какой-то закон, на какое-то желание, влияйте. Созидайте. Уважайте всех. Но ни в коем случае не осуждайте. Это вам даст силы. Многое понять, о чем я говорю. Иногда мы слышим, мы понимаем слова, но мы их не чувствуем. Я за то, чтобы к вам пришла энергия любви, которая учит чувствовать, а не слышать. Слышать – это первый источник, а ощущать – это уже второй источник. Только из любви можно растить прекрасное дерево, прекрасную жизнь. Когда любовь расцветает, вы становитесь счастливым, вы становитесь полноценным. Но за это мы поговорим в следующих передачах. Я вас люблю, уважаю, каждого из вас. От млада до стара, от друзей до врагов. Но у меня таких нету. Если не есть, я вас прощаю. Это желаю, чтобы поступить так, надо кого-то убрать,
кого-то подвинуть, кому-то над каждого человека посмотреть. Это не касается каждого.